Всем доброго времени суток. Сегодня у нас третья часть похода на барахолку. Часть полностью уфимская, так как я нахожусь уже где-то 2 месяца в Уфе. Уфимская барахолка называется Туча. Она уже несколько раз переезжала с места на место. Сейчас она находится в Сипайлово. Это получается такой городской район. Я недавно пересмотрел первую часть похода на барахолку. Очень тяжело было смотреть, так как он очень долгий, там 20 минут. Эту часть надо как-то в 10 минут уложиться хотя бы, потому что очень долго. Так, поэтому не будем затягивать, поехали. Самая первая покупка — это получается такой советский мультиметр. Такая коробка. Состояние у него очень хорошее. Вот снизу хорошее, а сверху как будто у него на нем что-то стояло очень долго. Где-то он стоял, может, в гараже, либо на складе. Такая этикетка. Если этикетка есть, значит им очень мало пользовались, либо вообще не пользовались. Такая стальная коробка у него. Так, открываем. Вот, у него состояние нового, состояние очень хорошее. Он фактически не коцанный. Есть пломба. Это вообще первые. У меня их было штуки 3 где-то. Это получается первые с крышкой. Вот этим. Я теперь понимаю, почему у него они все были без крышки. Это очень хлипкая конструкция. Если вот так сильно поставить его, она может отлететь уже. Это очень опасно. Я прям боюсь его трогать даже. Так, хорошее состояние очень. Также у него есть щупы. Это его оригинальные щупы, советские. Он с крокодильчиками, там даже есть вот запасной крокодильчик. И есть документация. Схема. Паспорт. И тут доказательство, что она стояла в гараже у кого-то. В общем, такой прибор. Я с ним не знаю, что делать. Может, оставлю у себя, но у меня один есть в Москве. В общем, не знаю. Поехали дальше. Дальше у нас идут наушники. Вот такие. Это получается TDS-4. У меня слабость к советским наушникам, потому что у меня в детстве их не было. Я видел у соседей, у знакомых, то, что они есть. И у меня всегда хотелось, чтобы они у меня тоже были. Поэтому я, если их вижу, сразу покупаю. Они стоили 50 рублей. Я, получается, их сразу схватил. Я бы их купил и подороже, если они были. За 50 рублей уж вообще не без разницы, они работают или нет. Они в голове сидят очень удобно. Так плотно сидят. Но я их пока не слушал, потому что у меня не на чем здесь слушать. Такие наушники. Интересные очень. Так, убираем их.
Дальше у нас идет, получается, паяльник. Вот такой. Это я купил где-то на этой неделе. Там их было два, один послабее, другой посильнее. Там дед какой-то начал смотреть их. Я подбежал и схватил вот этот побольше, который. А дед схватил поменьше. И, получается, начал их трогать вот так вот. И за этим начал тянуться. Я его говорю, нет, я его покупаю уже. Извините. Потом спросил, сколько стоит. Оказалось 100 рублей. Опять же, я купил бы его и подороже, потому что мне такие нравятся, такие мощные. Когда вы его включаете, у вас в комнате сразу начинает теплее становится. Я к тому, что он очень мощный. Там написано, хотя 100 ватт, там написано, ну тут я не знаю, это очень с большим запасом. Конечно, жалко, что я и тот не схватил, не смог схватить, который поменьше был. Так они вместе ко мне попали бы вдвоем. А так уж их пришлось разделить. Такое стечение обстоятельств. Жалко, конечно. Ну ладно. Значит, такая у них судьба. Я им уже паял. Я паял сигнализацию. Это на втором канале. Можете посмотреть. Очень было тяжело им паять кнопки на телефоне. Но получилось. Он моментально перегревает, получается, телефон насквозь всю плату. И стеклотексолит, получается, сразу начинает отслаиваться. Поэтому платы паять им нельзя. В общем, такой паяльник интересный. Если так вы видите, сразу покупайте. Я вам советую. Так, забыл показать еще такие наушники. Это Tone 2M. Высокоумные. 1600 Ом. Это когда вы самое начало радиолюбительства. Там в книге приведены несколько схем. Там с детекторным приемником. Там самый главный элемент — это вот такие вот наушники. И в детстве мне всегда хотелось эту схему сделать, послушать. Такие простые схемы сейчас работать не будут, потому что сейчас нет в России таких мощных радиостанций на ДВС волнах. Если только вы не живете около Китая, либо на границе с Европой, там, может быть, работать будет, но не факт. Они стоили где-то 30 рублей всего, поэтому я их купил. В хозяйстве пригодятся. На этом пока, наверное, все. Это были наиболее интересные покупки за последнее время. Естественно, я по мелочи еще больше купил, но это я показывать не буду. Это очень много времени займет. И еще это менее интересно, я считаю. Еще я на барахолку схожу там несколько раз, может 2, может 1. Но это уже будет в следующей части. В уфимской барахолке еще много было интересного. Там были усилители. По памяти я набью в поисковике. Если найду, картинку вставлю какие. Я один знаю, вот ламповый, но забыл уже, как называется. И получается транзисторный один. Они стоили по 1000 рублей, но я уж не смог купить, потому что у меня не было денег с собой столько. Интересно было бы на них посмотреть, конечно, вблизи. А так, не будем затягивать уж, опять же, я, наверное, вырежу половину, потому что очень затягивается, это очень тяжело смотреть. Поэтому на этом, наверное, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще увидимся в будущем. Пока.